собравшихся на 255-м межвидовом военном полигоне города Чебаркуль. Привет! Привет! Страйкбольный сезон 2020 года не сулил нам ничего хорошего. Коронавирус, пандемия, куча всяких проблем. Но хорошие, большие игры в этом году все-таки будут. Привет! До начала мероприятия остаются считанные минуты, поэтому мы не стали тратить время впустую и решили пообщаться с очень интересным человеком. Хочу представить вам отца Игоря Шестакова, который чуть более подробно нам сейчас расскажет сам о себе. Приветствую всех! Действительно, мы сегодня находимся на 255-м межвидовом полигоне возле города Чебаркуль. И у нас через буквально считанные мгновения начнется наша очень долгожданная, выстраданная в этом году игра «Заря». Это военно-тактическая игра, в которой я непосредственно принимаю участие, являюсь куратором по Челябинской области. Может быть, конечно, кого-то это удивит, но для меня это является не только активным отдыхом, но и в известном смысле частью моего образа жизни. Скажите, пожалуйста, вы говорите, частью вашей жизни. Почему именно такое непростое увлечение вы решили выбрать себе как хобби? Ну, безусловно, для священнослужителя Русской Православной Церкви мы сейчас уже привыкли, что наше время какие-то новые ипостаси, да, подсказывает. Вот, и я с 2003 года работал с 23-м отрядом специального назначения внутренних войск. Сейчас это отряд «Оберег» Росгвардии по Челябинской области. От момента формирования отряда до вот буквально совсем недавно только я оставил должность наставника духовного этого отряда, поскольку другие обязанности у меня уже появились. Естественно, что это наложило определенный отпечаток на некоторые мои увлечения. Ну а когда в мою жизнь пришел страйкбол, я всегда говорю, челябинский страйкбол суровый и беспощадный, вот, то, в общем, я окончательно определился с тем, что, наверное, это достаточно увлекательное хобби. И мы можем говорить сегодня о том, что, находясь здесь, мы подтверждаем, что это не просто какие-то пострелюшки, не просто какая-то легкомысленная игра, да, или там пустое времяпровождение, но это очень серьезное занятие. Для меня, например, это является неотъемлемой частью того, что мы называем военной подготовкой. То, что позволяет нам почувствовать не только какой-то драйв игры, да, или там радость общения, но позволяет почувствовать, ради чего мы берем в руки, пусть даже это хоть и учебное, условное, но все-таки оружие. Еще хотели у вас спросить вашу роль именно на этом мероприятии. Что вы вообще здесь будете делать? Будете ли непосредственно принимать участие или только какая-то организация будет с вашей стороны? Закономерный вопрос, потому что все всегда хотят понять, да, а сам-то как? Вот. Ну, конечно, безусловно, очень хочется сильно участвовать, да, несмотря на то, что, наверное, кажется, что, может быть, Аксакалу уже следует где-то остаться в тылу, вот, но я не привык отступать, тем более, что это для меня родной полигон, я неоднократно здесь бывал на военных учениях, вот, и принимал участие в каких-то других мероприятиях. Конечно, в основном роль организатора, роль вот куратора, которая мне определена, я очень надеюсь на то, что все правильно нас поймут. Ни в коем случае мы не вносим какой-то, знаете, как бы политический там, или там конфессиональный окрас, да, в нашу игру. Мы понимаем, что в наших рядах находятся люди разных национальностей, разных вероисповеданий, но все-таки для меня очень ответственно понимать, что я могу помочь быть полезен тому, что здесь происходит, и самое главное, ну, мне очень нравится этим заниматься, вот так могу сказать. Говоря о серьезности мероприятия, может быть, вы тогда нам скажете несколько слов, почему именно вы считаете таким серьезным мероприятием, хотя об этом нам легко говорит техника, которая стоит у нас за спиной. Мероприятие действительно очень серьезное и чрезвычайно хорошо, что нас поддерживает Министерство обороны Российской Федерации, поддерживает военные структуры. Я прекрасно понимаю, что тем, кто находится на службе в рядах вооруженных сил, многие наши занятия, ну, кажутся такими несколько надуманными, да, но, поверьте, военные легко меняют отношение к тому, что мы делаем, и на самом деле никакого, знаете, скепсиса или снобизма по отношению к нам у них нет. Техника, которая находится вот здесь, в этом ряду, она вся будет сегодня работать на нашей «Заре». Вот, поскольку военно-тактические игры «Заря» — это достаточно серьезная вещь. Вот, и, конечно, отрадно, что
через много-много лет сбылись наши мечты, которые когда-то у нас были, да, мы же все равно, когда мы выходили в поле с приводами, но мы надеялись на то, что когда-то наступит время, когда будут у нас там настоящие танки, когда будут там у нас беттеры, да, будет военная техника. Военные год от года меняют отношения, наверное, в пользу того, чем мы занимаемся, и мне очень радостно это видеть. Честно скажу, что там 2-3 года назад я хотел вообще уйти из страйкбола, у меня было вот просто полное намерение больше никогда этим не заниматься, но когда началась заря, я передумал. И нисколько об этом не жалею, я считаю, что это очень здорово, что вот сейчас есть возможность привлечь боевую технику, есть возможность работать на настоящем военном полигоне. Люди, наверное, испытают не столько там тяготы и лишения, там грязь или там окопы, да, но они почувствуют, что то, что мы делаем, это очень нужно. Можете сказать свое мнение по поводу отношения военных к страйкболу? Поскольку приходилось взаимодействовать неоднократно с силовыми структурами, самыми разными, и в том числе с Министерством обороны, то, конечно, я уже сформировал определенный, знаете, спектр взглядов на то, чем мы занимаемся. Хочу сказать, что но поскольку у армии есть свои цели и задачи, есть своя повседневность, какая-то рутина, да, то, конечно, появление вот таких, в известном смысле, незаконно рожденных детей, там, да, подкидышей, оно, конечно, вызывает определенное разочарование. О, ну вот еще пришли какие-то люди, они гражданские, нам за них придется отвечать, не дай бог, кто-то там упадет и сломает ноготь и так далее. Вот, все прекрасно мы понимаем, мера ответственности любого военнослужащего, и рядового, и контрактника, и офицера уж тем более, она, конечно, достаточно велика. Мы прекрасно это понимаем и стараемся быть сознательными очень, то есть ведем себя адекватно обстановке. Но скепсис в основном, знаете, наверное, от того, что не отработано, вот, то есть они пока не понимают связку подготовки, допустим, тех же самых резервистов, да, и то, чем занимаемся мы. Они пока не совмещают это. Им кажется, что это несопоставимые вещи. На самом деле это не так. Поскольку большая часть все-таки людей в нашем строю — это люди военнообязанные. Большая часть людей в нашем строю, я абсолютно уверен, разделяют какие-то совершенно трезвые взгляды на жизнь, в том числе и не отрицают, что может быть случится так, что им придется с оружием в руках защищать свой дом, свою родину, да, свою семью и так далее. То есть в любом случае мы имеем скорее такое, наверное, начало поворота. Причем обратите внимание, что где-то наверху в руководстве Министерства обороны это очень хорошо понимают. Иначе нам никогда бы не разрешили быть здесь, никогда бы не придали нам боевую технику, да, и так далее. То есть это очень хорошо понимают, видят в этом перспективу. И я очень надеюсь на то, что вот эта связь обратная, она и от нас, во-первых, есть достаточно позитивная, да, потому что отзывы очень хорошие об игре, но и военные меняют свое отношение, когда они видят, не только по репликам я могу судить, но и по их желанию лично участвовать. Вот. А ведь это есть. Уже не первая заря у нас проходит здесь. И мы можем смело сказать о том, что это уже не эксперимент, это не проект, это состоявшееся мероприятие. И будем надеяться, что так будет и дальше. Игорь, а вот такой интересный и спорный вопрос. В интернете постоянно мы встречаемся в комментариях, мы встречаемся в каком-то общении с людьми о том, что кто-то за, кто-то против того, что страйкбольные игры помогают ребятам подготовиться к реальным боевым действиям. Как вы относитесь к этому вопросу? Сужу об этом с отправной точки некоего опыта, который уже есть и который наработан. Безусловно, вопрос, он находится, знаете, в плане дискуссии. Я знавал командиров специальных подразделений, которые категорически запрещали своим подчиненным играть в страйкбол. Мотивируя это тем, что страйкбол не настоящая войнушка. При попадании шара ты испытываешь там какие-то болевые ощущения, они минимальны, да? Но при этом ты не боишься огнестрела. И на реальный, вроде бы как ствол, ты пойдешь, думая, ну, я считаю, что мотивация слабовата. На самом деле, как военно-тактическая игра, страйкбол, безусловно, полезен с этой точки зрения. Он учит навыкам и каким-то, может быть, азам тактических приемов поведения в поле, обращения с оружием.
прежде всего, осторожности, вниманию к оружию, пусть даже не летальному. Да? Но мы же прекрасно понимаем, что к этой категории относится и травмат, к этой категории относится охотничье оружие, да, которое мы, так сказать, не используем в боевой обстановке, но, простите, оно наносит увечья, раны и может даже и убить. И, конечно, страйкболист – это прежде всего человек, обладающий определенной культурой поведения с оружием. Это раз. Второе. То, что сегодня игра это больше, ну извините, не тупое мясо, да, хотя мы прекрасно понимаем, что поражающая возможность любого привода, она ограничена. Конечно, с огнестрелом она никак не сравнится, но простите, сегодня мы видим, что команды игроков не только занимаются неким моделированием, да, подразделений, но ведь они и тактические приемы применяют на практике. Я, конечно, далек от мысли считать, что вот это как бы абсолютно, знаете, априори, что вот страйкбол, вот это очень классно в реальных боевых действиях. К сожалению, реальные боевые действия – это такая вещь, где порой ты противника не видишь вовсе, да, где поражающим элементом являются авиабомбы, снаряды артиллерии, да, и так далее. То есть это очень дистанционное оружие. Конечно, когда доходит до реальной войны, до реальных боестолкновений с применением легкого стрелкового оружия, это совсем другая история. Но все-таки практика показывает, опять же, не легендарная, там, не мифическая какая-то. У меня есть мои товарищи, друзья, которые занимались страйкболом и которые состоялись в структурах силовых. Они однозначно свидетельствуют о том, что то, чему их учили во время страйкбольных пострелюшек, да, во время войнушек, очень сильно пригодилось. Потому что, прежде всего, это дает некий, как бы сказать, задел на то, что у тебя должна быть определенная физическая подготовка, ты должен находиться в хорошей форме, ты должен содержать в порядке свое снаряжение боевое, да, ты должен относиться внимательно к оружию, ты должен понимать о том, что оно способно наносить вред, в том числе и тебе, и твоим товарищам. Ну, знаете, мне кажется, даже этих составляющих вполне достаточно, чтобы сказать, что это неплохо. Вот. Ну и, конечно, если доходит до реальных боевых действий, то, как правило, человек, державший в руках оружие, способный адекватно реагировать на вызов противника, он применяет его уже, наверное, с меньшей долей отторжения, там, какого-то страха, что порой мы привыкли видеть, знаете, в клишированных каких-то там ужастиках, да, там мама там выстрелил, он что, упал и умер. Вот, понимаете, ну так, конечно, не бывает на самом деле, потому что для человека с оружием в руках есть, кроме, так сказать, оружия, есть еще присяга, долг и другие понятия. Но все-таки согласитесь, что страйкболист – это более мотивированный человек, который уже к этому вопросу относится совершенно иначе. Он прекрасно понимает, что для него, страйкбол, мы понимаем, это командная игра, то есть это не первенство одиночек. Для него, во-первых, чувство локтя, взаимопомощь, какая-то выручка, да, какие-то навыки общения среди товарищей. А что это? Это мало? Простите, это достаточно сильно воспитывает корпоративный дух. Хорошо, не пригодится в военном деле, а разве не пригодится в бизнесе? Разве не пригодится в каком-то начинании нашем общем? Да, по-моему, ну, извините, если уж бойскауты, над которыми там, да, мы потешались, если уж они воспитывают корпоративный дух, ну, пионеров больше нет, да, не знаю, к сожалению или к счастью, такой даже дискуссионный вопрос, но в любом случае страйкбол человеку дает вот эту первую, наверное, первые какие-то азы культуры обращения с оружием, поведения в таком достаточно как бы сложном коллективе, как военный коллектив, да, определенное уважение к себе, потому что мы понимаем, что как бы дресс-код сегодня, ну, нам не позволяет делать какие-то безумные выходки, да, потому что мы одеты в военную униформу, мы себя ведем адекватно, сообразно своему состоянию. Ну и никогда, конечно, не следует забывать о том, что уж, конечно, страйкбол – это прежде всего, скажем так, определенное, он отличается от армии тем, что это свободные люди. То есть их никто, не по призыву они берут в руки оружие. Соответственно, что у такого человека должна быть очень серьезная мотивация, и я полагаю, что в боевой обстановке он не растеряется. Ну, во всяком случае, очень на это надеюсь. Отец Игорь, большое спасибо за уделенное время и ответы на наши вопросы.
Друзья, а вам спасибо за внимание. Если вам понравились ответы отца Игоря, пишите в комментарии. Если вы с чем-то не согласны, отлично, также пишите в комментарии. Посмотрим ответы на эти вопросы с разных точек зрения. До встречи!